5 июня, суббота, и я снова в пути. На этот раз собираюсь посетить страны Бенелюкса и север Франции. Ответ на резонный вопрос, что может заставить в субботу в 4 часа утра сесть на велосипед и накручивать километры, конечно же, жажда открытий и приключений. Также немаловажную роль играют дешевые утренние билеты. Всего за 32 евро комфортабельный Интерсити Экспресс домчит меня до границы с Бельгией. Ну вот я уже на вокзале, иду искать 7-ю платформу. Еще одно преимущество утреннего рейса – персональный вагон. «800 километров на поезде позади, и первая остановка в Люксембурге. Погода пока не очень радует, немножко туманно и изредка капает дождь. И даже после 12 часов на поезде и не очень хорошей погоде Люксембург производит просто бомбическое впечатление. Королевский дворец в городе, в стране Люксембург. Город Кёрх. Начало второго дня. Ночь прошла успешно. Познакомился с дружелюбными молодыми люксембуржцами. Но сейчас направляюсь дальше, в Бельгию. Здесь осталось примерно километров 5 до границы. Развалины крепости в городе Кёрх. Сразу хочу заявить, крепость развалил не я. Интересно. Много веков назад здесь, наверное, жили какие-нибудь короли, князи. Молодцы люксембуржцы. Сумели превратить развалины крепости в концертный зал. Было бы интересно послушать здесь выступление артиста. Буквально в каждом городке, каждом поселении какая-то церковь, храм, крепость, и все находятся на горе. В эту гору я не попрусь. Если в каждую гору буду подниматься, мой тур обречен. 2 коня. Похоже, в Люксембурге с деньгами вообще полный порядок. Проехал 500 метров, 2-я Феррари. Пытаюсь найти признаки границы. Google говорит, что я уже метров 200 еду по Бельгии. Признаков границы не нашел, но судя по флагам, я точно в Бельгии. Какой милый, сказочный дворик. Забрался на очередную гору. Церковь Святого Франциска. Внутри просто божественная тишина. А с высоты открываются замечательные виды на город Орлон. Соборная площадь города Орлон и памятник героям Первой мировой войны. Еще один памятник. Памятник Смайл. Немного модернизма в городе Орлон, но все очень гармонично сочетается с историческим центром. А я продвигаюсь дальше по Бельгии. Город Этали. На часах
3,40. Интересный рыночек на открытом воздухе. Можно приобрести себе запасное колесо. Живописный дворец в небольшом поселении, название которого я не знаю и произносить не буду, потому что все французские названия немножко странные для меня. Так как французы любят половину букв в принципе не произносить. В бельгийском городе Флоренвиль повстречал своего соратника по идеям Филиппа. Тоже путешествует на таком же байке с грузом. В 6 часов звонят колокола. Какие просторы открываются в городе Флоренвиль. Очень экстравагантная скульптура. Такая сексуальная барышня сидит. Как и было обещано по прогнозу, сегодня вечером должно прийти солнышко, и позади уже светлеет небо. Маленький городок Шаспье. Церковь построена в 1702 году. На плакате при въезде написано «Добро пожаловать в Шаспье, деревню спокойствия». Я верил, солнце выйдет. Я знаю, саду цвесть, когда такие люди в краю бельгийском есть. Или проезжают, по крайней мере. А вот снова мои друзья. Каякеры. Завершение второго дня на берегу реки Симо. Не зря зашел сегодня в церковь. Видимо, божественное провидение проткнуло сегодня мое переднее колесо как раз за 5 минут до нахождения этого живописного места. Так что завтра буду с утра ремонтироваться немного. А я уже искупался, постирался. Сейчас буду готовить кушать. Палатка уже готова. Изомат, спальный мешок, подушечка надута. Велосипед тоже стоит на приколе. Сегодня проехал 87 километров. И снова невероятное везение. Во-первых, в воскресенье были открыты магазины. Во-вторых, не разобравшись во французских названиях, купил себе такой вкусный салат с креветками, а в дополнении с глотком виски делает этот вечер просто незабываемым. Рядом со мной плавают лебеди. Красота. День прошел, и вновь наступает ночь. Москитная сетка застегнута, термобелье одето. Спокойной ночи. Утро 7 июня начинается с ремонта. Сейчас буду искать прокол, клеить и менять камеру. Вот так вот в полевых условиях ищется прокол. Хорошо, что речка оказалась под рукой. А вот и прокол пузырится. Первый раз взял вот такие самоклеющиеся латки. Посмотрим, на что сгодятся. Довольно-таки удобно, без заморочки с клеем. Также проверил всю покрышку на наличие оставшихся стеклышек, шипов и гвоздей. Вроде все чисто. Тишина, птицы поют, течет река. Романтика. Развалины еще одной крепости, на этот раз в Бельгии. Свободная от туристов зона. 257 метров над уровнем моря. Но это того стоило. Внизу пасутся козлы. Я думаю, было очень непросто осаждать такую крепость. Сколько здесь погибло людей, интересно, в средние века. Вот по таким козлиным тропкам приходится иногда пробираться.
но без велосипеда. Велосипед остался внизу. Интересные домики из натурального камня. Прям какое-то средневековье. Церковь тоже из натурального камня. 12 часов 10 минут на церковных часах. Конечно, не Альпы, но иногда обхилы довольно-таки затяжные, по несколько километров, 8-12 градусов. Радует одно, что после апхила всегда идет даунхилл, и можно вздохнуть. Пример умной разметки. Попробует водила ломануться навстречку, сразу услышит дребезжание под своими колесами. Красота неописуемая. 300 метров над уровнем моря пришлось в горку впиливать. Какой колоритный кабанчик. Очень колоритный городок со своими узенькими улочками, барчиками. Крепость в городе Буильон. Сейчас начну восхождение. Размеры впечатляют уже снизу. Темно и холодно. Какие длинные катакомбы. Комната для хранения вина. А это, похоже, стеллажи с сыром. Но я бы не рискнул его уже есть. Запасы чистейшей питьевой воды и много мелочи на дне. Можно было бы обогатиться. Наконец-то я вышел. Когда-то здесь готовили еду. Котелок еще, наверное, с тех времен. Размеры впечатляют не только снизу. Наверху тоже все выглядит очень грандиозно. Вот это да. Сидит живой ястреб. Я сначала подумал, чучело. Тюрьма. Парень устал, наверное, уже сидеть со средних веков. Эй, выходи! Да, шконка очень маленькая. Рыцарь со своей возлюбленной. Средневековые люди постят что-то в Инстаграм. Весь город как на ладони. И вновь небольшой бельгийский городок на границе с Францией. Ну что ж, судя по флагам, я уже во Франции. Придется расширить мне список посещенных мной стран. Подходит к концу третий день. Неожиданно он завершается в горах Франции. Ну, очень эпичный закат позади меня. Так что палатка уже разбита. Велосипед на приколе. Сейчас покушаю и буду спать. Вот так уютно в горах затерялся городок Монтреме, север Франции. Приятный неожиданный сюрприз. Проехал уже 25 километров в горах, но без единого подъема. Респект и уважуха французам. Построили великолепную велосипедную дорожку. Какой жирный гусь, сказал бы старик Паниковский. Вот это мощь. Горы, река и велосипедная дорожка. Какой кайф встретить такой оазис по дороге. Вот уже 50 километров по этой великолепной
велосипедной трассе вдоль реки. Тело и душа просто отдыхают, ругаются. Очередная сказочная деревушка на берегу реки. Как я понял, велосипедный маршрут называется Арденский и проходит вдоль русла реки Ля-Музе через Арденский национальный заповедник. Кайф! Судя по карте, я стремительно приближаюсь к бельгийской границе. Стартовал вот отсюда. Так, уже 68 километров проехал. Остается еще 9 километров, плюс немножко. Ру де Парадис. Райская улица. Вот в таком живописном месте вписалась атомная электростанция. Так выглядит мирный атом. 80 километров отличного веломаршрута подарила мне сегодня Франция и река Ле-Мюзье. Узенькие улочки города Живье. Ну все, похоже, мой французский тур заканчивается в городе Живье. И я еду назад в Бельгию. Еду по дамбе. Справа вода и слева вода, а спереди водопад и шлюз. Среда, 9 июня. Пошел 5-й день моего путешествия. Я нахожусь недалеко от границы с Францией и собираюсь выдвинуться вглубь Бельгии. Уже 125 километров двигаюсь я вдоль русла реки Ля-Мюзье. Какие красивые домики и церквушки понатыканы вдоль реки. И вновь дворцы и крепости. И вновь на горе. Ну, конечно, мы же не ищем легких путей. Сотни километров на велосипеде. Фух. Сотни метров по лесенке вверх. Посмотреть крепости. Романтика. Какой великолепный вид открывается сверху. Аж дух захватывает. Кузня. Кухонка, уютно. Кабанчик висит, можно пообедать. Пекарня, в печи горит огонь. Крепость была построена в 1255 году, затем в 1466 году была разрушена Карлом каким-то, и в 1582 году снова реставрирована. Старинные ружья, пушки, снова ружья, мушкеты. Вот это уже что-то более современное. Плакат «Родина мать зовет». Собрание различных шлемов. Гильотина. Когда-то здесь слетали головы с плеч. И опять за стенки. Бедняга спит на своей шконке. Бонжур! Самолет приземлился прямо наверху в крепости.
Размеры, конечно, впечатляют. Какой-то стрит-арт на мосту. Везде стоят саксофоны. Там был португальский, это немецкий. Австрия. Жарит не по-детски, поэтому закутался во все, что можно. Даже шлем одел, а то уши уже подгорают. Писающий мальчик. Достопримечательность города Брюссель. Очень красивая центральная площадь. Очень хорошо. Весь центр сплошная пешеходная зона. Бельгийская велосипедная стоянка. Интересно, как люди находят здесь свои велосипеды. Город Гент. Мекка для велосипедистов. Похоже, велосипедная столица Европы. Все настолько умно продумано, так разделены транспортные потоки. Здесь практически чисто велосипедная дорога. Сегодня ужин на пеньке. Рулетики с черизо, помидорки, какая-то рыбная размазня и сыр брюгге, куда я завтра и направляюсь. Четверг, 9:30 утра, печет уже не по-детски. Приходится упаковываться полностью, чтобы не сгореть. Сегодня по планам доехать до Атлантического океана и по пути заскочить в город Брюгге. Поехали! Еще один замечательный маршрут от Гента до Брюгге вдоль реки. Под прохладой деревьев, аллейка, красота. Ландшафт кардинально изменился со вчерашнего дня. Вчера были горы, холмы, скалы, замки на горах. Сегодня равнина. Тютелька в тютельку. 400 километров на спидометре. 2 часа дня. И я въехал в центр города Брюгге. Узенькие и безлюдные улочки города Брюгге. Количество достопримечательностей в городе Брюгге на квадратный метр просто зашкаливает. Археологические раскопки. Люди копают косточки. Вполне возможно, что я присутствую при каком-то важном историческом событии. Ну вот я и допедалил до Атлантики. На спидометре 426 километров. Люксембург, Бельгия, Франция и снова Бельгия. Несколько километров до голландской границы. Атлантика. Холодно и ветрено. Купаться запрещено. Сегодня в честь встречи с Атлантикой праздничный ужин. Шашлыки и каберне-савиньон. Пойду послушаю дыхание Атлантики. Похоже, погода над Атлантикой решила
реабилитироваться. Такой великолепный закат. Вода отошла метров на 200. Там Голландия! И завтра я еду туда! Пятница, 11 июня. Все затянуло. С океана надул туман. Но ничего, я уже позавтракал и готов двинуть в Нидерланды. Поехали! Вот такой вот миленький кролик или заяц на границе Бельгии и Нидерландов. Наверное, что-то символизирует, только что я не знаю. Кафедральная площадь города Антверпен. К сожалению, собор на реставрации. Какой интересный экземпляр современного искусства. Похоже на главную площадь города Антверпен. Тоже достаточно много достопримечательностей в городе Антверпен. Озеро в голландском городе Верт. Отличная возможность освежиться. Это просто какой-то кайф после десятков километров. Церковь в городе Хамон. Прямо на границе с Голландией. Я думаю, даже половина города находится в Бельгии, а половина в Голландии. Голландия – страна тюльпанов и легализированной марихуаны. Не вижу ни тюльпанов, ни марихуаны. Боба Марли на полную громкость и вперед! Можно даже с нарушениями правил дорожного движения. По встречке! Остановился на ночевку в Голландии. Отличная полянка, немного напрягают комары. И вот эта странная конструкция, которая уходит под землю. Надеюсь, утром отсюда не полезут шахтеры с возгласом «Давай угля!». Суббота, 12 июня. Погода немножко снова испортилась. Небо затянуло, изредка даже накрапывает. Я до сих пор еще в Голландии. Сегодня по планам посещения города Ахен. И завтра паровоз из города Мюнхен-Гладбах. Запах свежескошенного сена просто восхитителен. Еду прямо по границе. Слева Нидерланды. Справа Германия. 1500 километров пройдено. Какие миленькие. Я думаю, что это альпаки. А вот это уже Германия на границе с Голландией. Крепость и церковь в городе Хайнсберг. Крепость была основана в 9 веке. Сегодня, видимо, свадебный день, уже вторая свадьба за последние 20 минут. Уютненький городок. Тихо, спокойно. Воскресенье,
13 июня, и я готов приступить к завершающему этапу моего недельного путешествия. До города Мюнхен-Гладбах осталось 35 километров. А как оказывается, я ночевал сегодня около реки Рур. Довольно-таки быстрое течение, но очень такая узенькая речка. Видимо, это только истоки ее. Воскресенье, утро. Все спят. 9 часов на часах. Пшеница. Какая красота. Финишная прямая, город Мюнхен-Гладбах. Вот он, торжественный момент. Центр города Мюнхен-Гладбах. На спидометре 600 километров. Deutsche Bahn. Сейчас гружусь. 2 пересадки. И я дома. Ну вот и подошло к концу мое очередное путешествие. 5 стран, сотни населенных пунктов, тысячи достопримечательностей. И все это за одну неделю и 600 километров на велосипеде. Среда, 4 августа, и я снова в пути. В этот раз планы грандиозные. Франция, Италия, Швейцария и, если получится, Лихтенштейн. Смена транспорта и следующие 13 часов путешествия на автобусе. Поехали! Река Сена. Веселые человечки выстроились в ряд. Собор Нотр-Дам-де-Пари. Восстановление после пожара идет полным ходом. Не знаю, в связи с чем, но здесь до сих пор полно пожарных машин. Наверное, боятся повторного возгорания. Лувр – одна из жемчужин города Парижа. И даже после 13 часов в автобусе ночью эта красота так сильно впечатляет. Триумфальная арка. Еще одна достопримечательность города Парижа, которую не удалось, к сожалению, также триумфально проехать из-за реставрации. Интересное сочетание купола православной церкви на фоне Эйфелевой башни. Размеры впечатляют. Подходит к завершению мое знакомство с Парижем. Великий город с великой историей, великолепной архитектурой. А я продолжаю свой путь и направляюсь в Версаль. Поехали! Копия Нью-Йоркской статуи свободы.
Сверкающее великолепие Версаля. Летняя королевская резиденция. Знаменитое озеро в форме креста. Единственное плохо, что велосипедистов не пускают к дворцам, только пешеходов. Поэтому наслаждаюсь чем возможно. Хорошо, можно вдоль озера искусственного покататься. Ну вот, в Париже побывал, Версаль посмотрел. Пора бы уже определяться с местом для ночлега. Первая ночь во Франции прошла успешно, даже несмотря на полную неизвестность и темноту. Нашел замечательное место для ночлега возле реки Иона. Ну а теперь собираюсь двигаться в сторону города Дижон. Небольшой провинциальный город Межье со своим небольшим, но очень красивым храмом. Молодцы межиенцы, смогли превратить небольшую набережную в зону отдыха, где можно здорово посидеть, отдохнуть, с детской площадкой, на которой есть даже пиратский корабль. Я в центре винодельческой Бургундии, в городе Дижон и родине одноименной горчицы, очень мною любимой. Город очень замечательный, много исторических зданий, очень большой исторический центр. Небольшой и очень аутентичный городок Турню в Бургундии. Французская березка. Дай тебя обнять. Вечер второго дня на берегу реки Сона. Палатку уже разбил, чтобы она немножко подсохла после вчерашнего дождя. Утром было некогда сушить. А сейчас буду ужинать. Вторая ночь во Франции прошла. Всю ночь лил дождь и сейчас не прекращается. В очень короткую паузу успел собрать палатку и вещи. Но ничего, придется двигаться в таких экстремальных ситуациях. Сейчас путь лежит в Лион. Поехали! При прочих погодных условиях можно было, конечно бы, без устали рассказывать о красотах ландшафта, но, к сожалению, идет дождь. Единственное, что радует, это великолепная велосипедная трасса. Крути и крути. Понятно, мне некуда деваться, они протестуют под таким дождем. Вот такой вот экстрим. Позади остается город Бург-Сент-Маурис, а впереди меня ждут 40 километров подъема в Альпы. Дождь, слава богу, закончился, остался только туман
и скоро я попаду в него. Красота неимоверная, хоть и в тумане, хоть и подъем. Аж дух захватывает. Загуглил, и оказалось, что я еду по маршруту Tour de France до Сант-Бернарда 20 километров. Высота уже 1280 метров над уровнем моря. Ну вот и открылись первые заснеженные вершины. Какие красоты открываются на высоте 1800 метров над уровнем моря. Просто неописуемо. А прямо передо мной гора Монблан, 4810 метров. В городе Сен-Бернар горцы почитают Сен-Бернара. Красоты невообразимые. Скоро будет 2000 метров над уровнем моря. Великолепные водопады, луга, горы. Осталось 2 километра подъема. Оригинальная башенка с петушком на шпиле. Памятник святому Бернарду. Я сделал это. 2188 метров над уровнем моря. Но вместе с моим ростом это как раз 2200 метров. А вот и граница Франции и Италии. Ну все, приступаю к спуску. Буду надеяться, это будет более проще, нежели подъем. Ну вот я и в Италии, городок Пре-Сан-Дидье, утопающий в цветах. Очередная итальянская деревушка, полностью растворившаяся в горах. Понедельник, 9 августа. Я где-то в Италии, на берегу реки По. Позади виднеются предгорья Альп, а я направляюсь в Милан. Поехали! Вот такими лесными болотистыми тропинками приходится выбираться. Вот она, романтика! Вот так в небольшой деревушке среди кукурузных полей стоит такой великолепный собор. Вот таким простым средневековым способом можно накачать себе водички. Все как и полагается, брусчаточка. Очень интересную мелодию играют колокола. Центральная улочка города Кивассо.
Современный центр Милана. Много стекла, бетона, но и много зелени. Какое экологическое решение в архитектуре. Зеленый дом сам производит кислород. Жара неимоверная. Очень радуют такие сюрпризы. Как великолепно в такую жару немножко остудиться. Брусчатка в Милане впечатляющих размеров. Пустите меня пожить нормальной жизнью, не могу уже больше. О, Лера, а ты как тут оказалась? Милан остался позади, и я направляюсь дальше, в Швейцарию, через Альпы. 11 августа, среда, и я нахожусь в городе Лекко, в предгорье Альп, на берегу прекрасного горного озера. Горное озеро. Красота неописуемая. 34 градуса, но у воды, слава богу, свежо. Красивый городок Монделло-дель-Ларио. Вот это я называю узенькие улочки. Руль с трудом проходит. А я продолжаю свое продвижение вдоль озера Лаго-ди-Комо и проехал уже 30 километров вдоль побережья, и сейчас город Варенна. Плюс 34 градуса. Город Милано. Жара невозможная. Сегодня нашел себе супер клевое место для ночлега. Рядом с горным ручьем, на берегу озера. На улице тепло, поэтому, думаю, палатку разбивать сегодня не буду. Четверг, 8 августа. Великолепно переночевал на берегу озера Лаго-ди-Меццолла. И теперь начинаю подъем в Альпы. Швейцария, встречай меня. Виды просто восхитительные. Последний
большой городок перед подъемом в Альпы. Так что следующий большой город будет уже в Швейцарии. Поехали! Подъем во Франции был попроще, не так жарко. Сегодня плюс 33 градуса, и пилить в гору это просто невозможно. Хорошо время от времени встречаются вот такие вот водоемчики, водопойчики, можно немножко охладиться. Вау! Эхо! Категорически не рекомендую 2 раза в неделю преодолевать Альпы. Респект и уважуха французам. У них на каждом километре для велосипедистов было обозначение, сколько процентов подъема, сколько еще до вершины ехать. Все было понятно. У итальянцев ничего подобного нет. Поэтому педалю уже 5 часов, проехал 30 километров, все время в гору. Непонятно, сколько процентов был подъем и сколько еще пилить. Спасительная прохлада, но очень холодно. Романтика. Плюс 30 градусов. Пот льет ручьями. Не знаю, поднялся ли я на самый верх, но дорога вроде, слава богу, выровнялась. Подъем закончился. Кошмар, аж дух захватывает. 1570 метров над уровнем моря. Красота неописуемая, но, к сожалению, ожидания не оправдались, и я пилю дальше вверх. Не знаю, какая здесь высота, но машинки внизу выглядят как мелкие муравьи, а людей вообще не видно. На высоте 2000 метров куча такой вкуснятины. Сыр. Прямо от альпийских буренок. Вот за стеклом зал, где этот сыр и готовят. Купил кусочек на 5 евро попробовать. Но вкуснятина, ум отъешь. Правда, получилось полкилограмма. 2000 метров над уровнем моря. И сыр прямо от альпийских буренок. Все выше, выше и выше. Впереди снег. Вот бы мне туда на пару минут. Прямо по курсу дамба, удерживающая воды озера Лага ди Монтесплунго. Какая красота! Стоило подняться всего лишь на 2000 метров над уровнем моря. Не успел, к сожалению, перевалить через Альпы. До швейцарской границы осталось километра 3, но солнце уже зашло, поэтому в темноте по горам ездить я не хочу. Так что придется ночевать на высоте 2000 метров. Впереди лежит снег в горах. Буду надеяться, что это выглядит только так холодно. Какая огромная рыба, форель.
Пятница, 13 августа, и я до сих пор нахожусь на побережье озера Лаго ди Монтесплуго, в которой водится очень замечательная форель. Только что мальчик поймал одну, но до швейцарской границы остается 5 километров, и я двигаю в Швейцарию. Поехали! Подъем продолжается. Я уже практически рядом со снежными горами. До границы со Швейцарией осталось 1,5 километра. Надеюсь, оттуда начнется спуск. Коровкам хоть бы что, лежат, наслаждаются, наблюдают за такими энтузиастами, как я. 2117 метров над уровнем моря. Я вновь сделал это. 3-й раз в году покорил Альпы. Лучше гор могут быть только горы. Стою в буквальном смысле слова одной ногой в Италии, а другой в Швейцарии. Прощай, Италия, встречай меня, Швейцария! Вместе с Италией закончились красивые названия городов, и я только что проехал первый швейцарский город Шплюген. А я продвигаюсь дальше по Швейцарии. Город Зуферс на берегу озера Зуфнер, если я ничего не перепутал. Погода хорошая, солнце не жарит. Только выехал из Италии, Швейцария встретила меня сразу же дождичком. Пришлось укрыться под скалой. Льет как из ведра. Буду надеяться, что ненадолго. Вот такие вот непредсказуемые вещи иногда происходят. Промок весь до нитки. Но, к счастью, уже выехал из зоны дождя. Впереди голубое небо. Надеюсь, скоро высохну. Какие живописные места. Молодцы швейцарцы, построили отдельную велосипедную дорожку. Кошмар, как высоко. Какой шикарный замок виднеется на вершине горы. Но подниматься мне туда неохота. Где-то в Швейцарии на берегу реки Райн, очень созвучной с названием немецкой реки Рейн, нашел себе небольшой пляжик, где сегодня и буду ночевать. Суббота, 14 августа.
И как оказалось, река Райн, на берегу которой я сегодня ночевал, впадает в Боденское озеро, из которого потом берет свое начало река Рейн. Так что названия все взаимосвязаны. Ну а я направляюсь дальше, в Лихтенштейн. Поехали! И вновь великолепная дорожка вдоль реки. До сих пор еду по территории Швейцарии, а на противоположном берегу уже Лихтенштейн. Отличная инфраструктура для велосипедистов. Уже километров 20 еду по такой прекрасной дорожке вдоль реки. Вот по этому узенькому мостику я попадаю в карликовое государство Лихтенштейн. Прямо по курсу на холме замок Гутенберг. Вот я и прибыл в столицу Лихтенштейна, город Вадуц, и резиденцию князя Лихтенштейнского. А я покидаю Лихтенштейн и направляюсь в Цюрих. Какой интересный деревянный мост. Ну вот я и допедалил до столицы Швейцарии, города Цюрих. Стоит невероятная жара. Искупался в Цюрихском озере, но чувствую, поможет это буквально на минуты. Печет просто как в аду. Все пляжи забиты. Я уже в Германии, на берегу реки Рейн. Позади в нескольких километрах Швейцария, на другом берегу Франция, а здесь уже родина. Воскресенье, 15 августа. Вот и подходит к концу мое очередное путешествие. Осталось несколько километров до города Базель, и там пересадка на поезд и домой. Природа вносит свои коррективы. Сижу, любуюсь на Рейн. Какая свежесть после грозы. Чудеса инженерной изобретательности. Я в центре города Базель. Очень милый городок, за исключением двух гроз, которые прошли в течение последнего часа. Интересное увлечение у базельцев. Запаковывают свою одежду в водонепроницаемые мешки и плывут вниз по течению реки Рейн. Там человек 15, наверное.
Понедельник, 16 августа, Берлин, Зюдкройц, 6 часов утра. Вот и подошло к концу мое очередное путешествие. Франция, Италия, Швейцария, Лихтенштейн. 2 раза пересек Альпы. Все было очень замечательно. Немного напряжно. Но ничего, будем планировать следующее путешествие.